Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о признаках, которые вам укажут на женщину-ведьму. И вам очень важно знать эти признаки. Почему, девочки и мальчики? А дело в том, что в вашем окружении может быть ведьма, и вы ни слуху, ни духу не будете на это обращать внимание. А потом в один день узнаете об этом и возьметесь за голову, потому что женщина, она может использовать те или иные знания о вас в свою пользу. Поэтому, пожалуйста, просмотрите это видео до конца и начните использовать эту информацию в своей жизни. Женщины-ведьмы встречаются в нашей жизни на каждом шагу. Мы не замечаем этого, так как представление о них у нас совсем другое, чем есть на самом деле. Мы считаем, что она должна как-то кардинально отличаться от обычной женщины, выглядеть страшной, своей внешностью пугать, а появлением парализовать все в округе. Поэтому удивляемся, когда узнаем, что наша близкая подруга, родственница, соседка, сотрудница, или, что еще интереснее, мы сами относимся к этой категории. Женщина-ведьма, конечно, запоминается, но только из-за того, что у нее очень сильная энергетика, что ей не может управлять никто. Она сама, независимо ни от чего, выбирает, с кем ей общаться, а кого держать на расстоянии, и изменить это не под силу никому. Даже если сильно пытаться, так как она сразу видит насквозь человека, может заглянуть ему в душу и считать все помыслы, которые находятся в сердце. Обмануть ее или же сбить с пути ее просто невозможно. Многие люди думают, что если женщина ведьма, значит она должна творить только зло и приносить людям непоправимый вред. Но это снова-таки обманчивое мнение, так как ведьмы есть двух категорий. Те, которые подпитываются человеческой энергетикой, найдя себе энергетическую батарею, которую считают обязательно достойной своей силы. Тогда, конечно, после общения с такой женщиной будет ощущаться дискомфорт. Может начать болеть голова, слабость одолеет, страх окутает. И такие ведьмы относятся к категории черных, так как Вселенная, в которой мы с вами живем, состоит из разных энергий, которые должны находиться в энергетическом балансе. Есть и белая ведьма, после общения с которой у вас будет ощущаться прилив сил, энергии, а те проблемы, которые тревожили, одолевали на определенном жизненном этапе, уйдут в никуда. Человек будет чувствовать, что готов справиться со всем. Ведьма рождается с сильной энергетикой, отличается от всех еще с рождения, но порой не подозревает о том, что она особенная. Но вот только ведьмы в высшей категории сразу получают хороший или плохой дар. Остальные становятся на сторону добра или зла, полагаясь на свое сердце. Если такая женщина с раннего детства старается помогать людям, любит всех, кто ее окружает, проявляет заботу, то со временем эти качества у нее только разовьются. Но если такая женщина попадает не в те жизненные условия, не может находить общий язык с окружающими людьми, замыкается в себе, это еще больше ее ожесточает, и она старается сделать так, чтобы и другие не имели счастливой и беззаботной жизни. Есть ведьмы, которые не могут управлять своими энергиями, так как они не готовы принять себя, и поэтому вокруг них происходят то хорошие, то плохие события. Из-за этого женщина-ведьма может стать замкнутой, так как ей будет казаться, что так она сможет уберечь сама и уберечь окружающих людей от какого-то своего воздействия. Женщины-ведьмы в большинстве это красивые, это милые, это обаятельные женщины, которые оставляют о себе запоминающиеся впечатления. Они располагают к себе взгляды мужчин, умеют ними благодаря этому управлять. Самым распространенным признаком женщины-ведьмы являются ее глаза. Глядя в них, вы будете ощущать, что ее взгляд проникает вам в душу и видит все, что у вас в ней, и считывает ваши чувства и ваши эмоции. Если такая женщина будет смотреть на вас со стороны, вы будете ощущать ее взгляд на себе.
У каждого из вас было такое, что в какой-то момент вы идете и вам кажется, что на вас кто-то пристально смотрит. И когда разворачиваетесь, вы видите или совсем чужую женщину яркой внешности, либо кого-то из своих знакомых. В данном случае вы можете не сомневаться, это ощущение вызвал взгляд ведьмы. В большинстве случаев у женщин-ведьм черные, темно-карие и зеленые глаза. Если женщина относится к высокой касте ведьм, у нее могут быть глаза разного даже цвета, в которые хочется смотреть беспрерывно. Если вы будете разговаривать с женщиной-ведьмой, она будет смотреть вам прямо в глаза, не отворачивать их и не опускать. Вам может даже на каком-то этапе показаться, что она не моргает, так ее энергетика будет воздействовать на вас. А вот хорошо или не очень будет зависеть от того, что данная женщина видит вас и от того, как к вам относится. Ведь в большинстве случаев женщины-ведьмы живут эмоциями. Они свободолюбивы, никогда не позволят никому с собой командовать, не будут вступать в конфликты, так как считают это ниже своего достоинства, в чем с ними трудно не согласиться. Видя, что кто-то начинает переходить на повышенные тона, кричать, она только улыбнется, отправив в этот миг нужный посыл, который начнет ощущаться данным человеком очень скоро и уйдет. А тот человек, который так себя повел, останется не только в недоумении, но и начнет излучать энергии, которые эта женщина отберет, а ее посыл перекроет доступ для любых энергий в жизнь данного человека, что быстро научит его, как нужно вести себя по отношению к другим людям. Такие женщины любят носить одежду, которая будет подчеркивать их достоинства, возможно, красивую кожу, возможно, вытонченную фигуру и так далее. Злые ведьмы в большинстве случаев надевают одежду в темных тонах, а вот добрые ведьмы предпочитают яркую одежду. Но любая ведьма никогда не наденет одежду из искусственных тканей, так как такая одежда способна создавать электрический заряд, а значит перекрывать доступ энергиям, они могут понадобиться в любой момент, и женщина-ведьма не сможет их притянуть, что сделает ее слабой и может навредить. У женщин-ведьм всегда есть родинка, родимое пятно или же какое-то несовершенство, ну, например, физический изъян. Но она умело это будет скрывать или же подчеркнет, что сделает ее еще краше. В основном у таких женщин длинные волосы, так как в них заключается сила, которая помогает им устанавливать особую связь со Вселенной, притягивая ее в помощь в те моменты, когда она будет чувствовать усталость или же в ее жизни что-то будет идти не так. Вы удивитесь, но у таких женщин, так как и у обычных людей, периодически бывают проблемы. Только они никогда не опускают руки и всегда с легкостью с ними справляются, так как знают, что все зависит от них и от той силы, которую они излучают, а значит, могут приумножить. Женщина-ведьма никогда не позволит никому трогать свои волосы. Даже к парикмахеру она будет ходить только к одному, и тому же и с очень сильной энергетикой. Между ними будут доверительные отношения и крепкая энергетическая связь. Во время стрижки парикмахер будет подпитывать ее своей энергетикой, а когда она будет уходить, она подарит данному человеку что-то хорошее. Например, сможет укрепить биополе или же поможет ему притянуть энергию, которая нужна для воплощения желания. В парикмахерскую такие женщины приходят, как правило, только в полнолуние или же, как вариант, на растущую луну, но в первые 3 дня. Поэтому, если вы работаете в салоне красоты или в парикмахерской и у вас есть такие клиенты, значит, вы связаны с ведьмой. То же самое будет касаться и ее действий с ногтями. Такие женщины следят за своим здоровьем. Очень редко можно увидеть женщину-ведьму с бокалом вина, с коктейлем, но вы никогда не увидите ее с крепким алкоголем. Женщины-ведьмы любят заниматься спортом, бегать по утрам, заниматься йогой или еще чем-то расслабляющим. В большинстве случаев они предпочитают занятия на свежем воздухе, так как во время занятий пополняют энергиями свое биополе, делают его крепким и неподвластным никакому влиянию.
Женщины-ведьмы не будут носить одежду из натурального меха, так как очень сильно любят животных. Они будут злиться, если на ком-то будут видеть такую одежду, из-за чего такой человек может в один миг ощутить чувство паники и страха. Это может сделать как белая, так и черная ведьма. Если такая женщина возьмет одежду из натурального меха в руки, то ощутит недомогание. Почему? Потому что мертвая энергия передастся ей, нарушив ее биополе, а тревога наполнит сердце. Она может в таком случае даже заболеть. Ведьмы любят носить украшения. На шее часто можно увидеть амулеты, которые привлекают взгляд, излучают тайну, и объяснить их значение вы не сможете, даже если попытаетесь найти эту информацию в книгах или в интернете. На запястьях у них всегда браслеты. Может быть как один, так и по несколько на каждом. Таким образом, они защищают свои каналы для поступления энергии и делают так, чтобы только нужные энергии приходили к ним, а те, которые им не нужны, не приносили вред и не отвлекали их по всяким пустякам. Носить они будут только благородные металлы, натуральные камни, дешевые поделки, бижутерию, пусть и дорогую, вы на них никогда не увидите. Женщины-ведьмы могут всегда предугадать, что у человека с настроением, какие события наполняют его жизнь, но очень редко они будут афишировать свое такое качество и кому-то помогать. Да, они часто видят вещи и сны, которые используют в основном во благо, но вы никогда не будете знать, откуда к вам поступила помощь. Если вам повезло, женщина-ведьма у вас состоит в друзьях, вы можете заметить, что как только она вам что-то посоветует, а вы это сделаете, то это приводит к чему-то хорошему. Если у вас есть какие-то проблемы, то с помощью ее совета вы с ними быстро справитесь. Вы всегда ощущаете ее плечо и заботу. Такие женщины очень любят детей, хорошо с ними ладят. Это касается как одной категории ведьм, так и другой. Даже если ведьма злая и не ладит с какой-то семьей, но там есть ребенок, она будет его оберегать на энергетическом уровне. Если проанализировать поведение обычной женщины и женщины-ведьмы, то вы сразу распознаете, где кто. Так, ведьма, глядя на других, излучает превосходство. Она знает, что она другая и что может влиять на окружающих людей. Она может контролировать энергии и отправлять их куда пожелает. Такая женщина никогда не будет чувствовать беспомощность, смятение. Ее голова всегда высоко поднятая. Она всегда, даже в какой-то не очень приятной ситуации, которая возникла в ее присутствии или же в ее окружении, будет держаться спокойно. Никогда не будет паниковать, так как знает, что паника способна погубить здравый смысл и перекрыть особенный энергетический канал, который отвечает за биополе. Она будет все взвешивать, она будет слушать, а только затем принимать какое-то решение или же совершать какие-то действия. Ничего не способно вывести ее из себя. Даже если она внутри будет кипеть от злости, от обиды, вы никогда этого не увидите. Но через время обязательно ощутите на себе, что заставит вас осознать свои действия. Она никогда не будет находиться в центре компании, веселить людей. Да, она общительна, но в основном держится особняком и общается только с теми, кого считает достойными себя. Таких людей она будет всячески поддерживать. Также обращаем ваше внимание, что она ненавидит ложь, предательство и презирает тех, кто на это способен. Ее никогда не удастся встретить среди сплетниц. Каждая женщина-ведьма живет в своем ритме, имеет работу, интересы, круг общения, но часто можно заметить, что она куда-то пропадает на несколько дней. Если нет такой возможности, то на несколько часов, ведь ей нужно энергетически перезагружаться, отдыхать от энергии, которые ее окружают. Вы не будете знать, где она была, она не расскажет, не сможете даже до нее, возможно, дозвониться, телефон просто-навсего будет отключен. В такие моменты она обычно сидит на берегу какого-то водоема, может держать ноги в воде или же гуляет среди деревьев, слушает пение птиц и шелест ветра, черпает из этого энергии, которую в помощь ей дает Вселенная. Если это злая ведьма, она будет посещать людное место, сидеть в стороне,
пить кофе или воду и подпитываться энергиями, которые излучают люди, проходящие мимо нее. Если вы задумаетесь, то каждый из вас может вспомнить момент, когда вышел из торгового центра или с большого какого-то магазина с головной болью, без сил и эмоций. В тот момент вы стали энергетическим донором для черной ведьмы. Тогда такая женщина вернется через определенное время, то вы сможете увидеть, что взгляд ее станет совсем другим, хитрым, еще более пронизывающим, возможно, даже пугающим, так как в такой момент она полна энергии, и это ощущается всеми в ее окружении. Женщина-ведьма не потерпит того, чтобы к ней подходили со спины, даже если это будет ваша шутка по отношению к близкому для вас человеку. Вы услышите грубую реакцию на это. Ведьмы не врут. Если вы зададите вопрос, на который она не будет иметь желания отвечать, она ответит так, что вы ничего из ее ответа просто-навсего не поймете. Но, чтобы не показаться глупым, промолчите. Она никогда не позволит никому шутить над собой, унижать или же сесть себе на шею, даже если вам будет казаться, что у вас это получилось. Очень скоро вы осознаете, что вы ошиблись. Каждая из ведьм обладает своими особенными качествами, имеет свой характер и похожих между собой нет. Одна и та же ведьма для разных людей может быть абсолютно другой, так как человеческий фактор в данной связи играет немалое значение. Часто то, что скажет женщина-ведьма, сбывается. Например, она кому-то произносит: «Ты еще об этом пожалеешь». И у данного человека начинается неприятный этап в жизни. Женщина-ведьма любит пауков, восхищается змеями. Такая диковинка может даже жить у нее дома, или же у нее может быть даже заставка с подобным изображением на рабочем столе компьютера или же телефона. Женщина-ведьма знает все о травах, умеет использовать их себе во благо и помогать тем, кому пожелает оказать такую помощь. Она в большинстве случаев пьет, как правило, травяные чай или просто заваренную ромашку, липу, мяту. Черная ведьма, если ее сильно разозлить, способна навести порчу, от которой будет очень непросто избавиться. Пока у человека это получится, она уже оставит свой отпечаток на его судьбе. Ведьма неблагосклонна к церкви, она не будет туда ходить, но порой ведьмы из высшей касты могут посещать церковь, притворяясь верующими, но будут грубо обращаться с окружающими, показывая им свое пренебрежение. Первым делом, что укажет вам на то, что перед вами ведьма, это будет ваша интуиция. Научитесь к ней прислушиваться, она будет вам помогать в жизни. От многого вы с ее помощью убережетесь, а многого вам получится обязательно избежать. Так что обращайте внимание на то, о чем мы сегодня с вами поговорили. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал, как вы можете отправить нам благодарность, донат, друзья, ссылка в описании к этому видео. Переходите по ссылке и нажимайте, любая сумма, большая вам благодарность. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.